Всем привет! Меня зовут Аня, и я являюсь автором кулинарного канала Семейной кулинарии, где мы готовим простые и вкусные блюда для всей семьи. Это видео снято в рамках конкурса от телеканала Аппетитный. Для меня очень важна ваша поддержка, поэтому, пожалуйста, проголосуйте за меня на сайте телеканала. Ссылку для голосования я оставлю в описании под этим видео. А чтобы заслужить ваши голоса, я покажу роскошный, а самое главное простой рецепт из нашего детства. Хрустящие трубочки с белковым кремом. Готовы окунуться в ностальгию? Тогда поехали! Итак, нам понадобится слоеное дрожжевое тесто, яйца, сахар, вода и лимонная кислота. Слоеное дрожжевое тесто нужно заранее достать из морозилки. У меня оно уже разморозилось, но еще немного холодное. Это значит, что его уже можно использовать. Дальше тесту нужно придать форму конуса и выпечь в духовке. Профессиональные кондитеры используют алюминиевые конусы, но у меня таких нету, поэтому показываю, как сделать их своими руками. Берем вот такой квадратик из пергамента и из него делаем треугольник. Дальше начинаем заворачивать в плотный кулечек. А краешки сверху нужно хорошо зафиксировать, чтобы у вас получился плотный конус. И вот таким он должен получиться у вас в итоге. Точно таким же способом делаем еще 8 конусов. Начинаем раскатывать тесто. Стол слегка присыпаем мукой, чтобы оно у нас не прилипало. И нам нужно, чтобы у нас получились длинные тоненькие полосочки. Поэтому тесто будем раскатывать не в обе стороны, а в одну, то есть как бы его растягивать. Когда тесто начнет прилипать, можно его приподнять, добавить муки и продолжить дальше раскатывать. Длиной его нужно сделать примерно 30-35 сантиметров. Теперь его нужно разделить визуально на 8 полосок, толщиной примерно где-то 2 см. Удобнее это сделать ножом для пиццы, но подойдет и обычный острый нож. Тесто нарезали, дальше берем полоску, конус, прижимаем уголочек и потихонечку внахлёст начинаем наматывать. Нахлёст делайте небольшой, чтобы он у вас получился примерно вот так. Ну а краешек поджимаем под тесто, фиксируем и все готово. Только сильно не прижимайте, чтобы конус у вас не деформировался и оставался таким же красивым. Давайте покажу еще раз. Берем конус, полоску, прижимаем уголочек и наматываем с небольшим нахлестом. Заворачиваем тесто, кулечек сильно не прижимаем и все готово. Таким же способом заворачиваем остальные полосочки и выкладываем на противень. А чтобы наши трубочки получились с красивой блестящей корочкой, их нужно смазать желтком. Отделяем белок от желтка, к желтку добавляем немного воды и смешиваем. Хорошо смазываем трубочки со всех сторон. Теперь отправляем их выпекаться при температуре 160 градусов 25 минут. Ну что, наши трубочки готовы. Какие красивые они получились. Сразу после выпечки тесто очень мягкое, но когда остынет, оно станет хрупким и хрустящим. Оставляем их пока полностью остыть, а за это время займемся кремом. Пропорции для крема запомнить очень легко. Сначала взвешиваем белки, затем берем сахар в 2 раза больше, чем белков, а воды берем в 3 раза меньше, чем сахара. Именно с такими пропорциями у вас всегда будет получаться хороший белковый крем. Нам понадобится 2 белка. У меня он весит 70 граммов. Начинаю взбивать на высокой скорости до пышной пены. По своему опыту могу сказать, что лучше взбивать сначала белки, а затем уже варить сироп. За это время с белками ничего не случится.
По желанию для аромата можно добавить 1 чайную ложку ванильного сахара и продолжить взбивать дальше. Смотрите, вот такие пышные и устойчивые они у вас должны получиться. Теперь белки пока оставляем и начинаем варить сироп. Берем сотейник, добавляем 140 граммов сахара, 45 граммов воды. Включаем сильный нагрев, потому что сироп у нас должен хорошо кипеть. И варим его до температуры 118-120 градусов. Конечно, лучше использовать термометр, но если у вас его нету, то ничего страшного. Просто периодически проверяйте его консистенцию. Готовый сироп должен стекать вот такой непрерывной нитью. А чтобы сбалансировать вкус крема, в самом конце добавляем щепотку лимонной кислоты. Хорошо перемешиваем и снимаем с огня. Теперь при постоянном взбивании вливаем горячий сироп тонкой струйкой. С дна сотейника ничего собирать не нужно, вливаем только то, что само стекает, чтобы крем получился гладким и красивым. После того, как добавили весь сироп, продолжаем взбивать белки еще примерно 4-5 минут. За это время они остынут, станут более воздушные и плотные. Так как сироп мы вливаем горячим, белки у нас проходят термическую обработку, поэтому можете не переживать и спокойно кушать. Белковый крем готов. Посмотрите, какая красота! Он очень плотный и отлично держит форму. Готовый крем перекладываем в кондитерский мешок. Насадку я никакую использовать не буду, просто обрезаю ровный уголочек. Трубочки уже остыли, их можно доставать из бумажных конусов и начинять кремом. Берем трубочку, вставляем пакет и наполняем, чтобы получилось много крема. Он получается очень густой и работать с ним одно удовольствие. Показываю еще раз. Берем трубочку, вставляем пакет и заполняем ее по всему периметру. Такой белково-заварной крем не дает никакой влаги, поэтому трубочки остаются такими же слоеными и хрустящими. И таким же способом начиняем все трубочки. А чтобы трубочки были еще красивее, их можно посыпать сахарной пудрой. Огромный плюс этих пирожных в том, что их не нужно оставлять на пропитку, а можно дегустировать сразу. Очень нежный крем, просто тает во рту. Это очень вкусно. Просто обалдеть, как вкусно. На, попробуй. Эти пирожные я очень любила в детстве, и сейчас я их просто обожаю. Готовятся они несложно, поэтому обязательно попробуйте приготовить их дома. Я уверена, вы останетесь в восторге. Не забудь проголосовать за меня на сайте телеканала Аппетитный. Я желаю вам удачной готовки и до встречи на нашем канале Семейная кулинария.